Пятница, 2 октября, и мы опять собираемся лететь. Летим в Италию, в Германию, для того, чтобы заменить два экипажа и доставить кое-какие запчасти. Сегодня будет немножко другой формат. Я буду просто комментировать, что происходит. Потому что я лечу пассажиром, и я просто покажу, как работает экипаж, тот, который нас будет вести. Вот Олег Положенцев выходит на передний план показать себя. А мы стоим, ждем для того, чтобы пройти пограничные и таможенные формальности. Здесь у нас два командира, тоже что-то обсуждают, думают, на каком типе самолета они полетят. А мы, нет, не на этом полетим. Этот продолжает отдыхать, ждет работу. А наш самолет, вот появляется наш любимый чебурашечный Ан-74. В данный момент он заправляется и проверяется границей, таможней, просто проверяется, так положено. А экипаж, который уже прошел формальности, ждет, пока получим разрешение на полет. Это Паша Лоза, он сегодня у нас второй пилот. А борт-инженер у нас Александр Пославский, тот, что и в прошлый раз. Вот он. И командир Алексей Круц. А я буду занимать вот это место. Так что вот отсюда и будут происходить все объяснения. В данный момент происходит запуск двигателя. Командир держит руку на кнопке запуска. Теперь отсчитывает время и ждет, когда потухнет вот эта зеленая лампочка, которая самая нижняя, которая говорит о том, что стартер воздушный отключился. А если он вдруг не отключится, то тогда это сделать надо будет вручную. Вот, смотрим на лампочку, запускается, и где-то сейчас должна потухнуть. И потом мы посмотрим, в каком... Вот потухло, значит все хорошо. И смотрим на обороты двигателя. В момент того, когда она потухла, должно быть больше 40%. Вот там вот циферка 4. В данный момент обороты равновесные, и командир проверяет генератор. Поставил его в подготовку. Все нормально проверил. А теперь он его включит и выключит генератор ВСУ. Все, ВСУ можно охлаждать, выключать, что бортинженер Александр и благополучно сделал кнопкой прекращения запуска. Мы видим, температура вверху падает и обороты внизу тоже падают. Значит, выключили, все замечательно, все хорошо. Как только он остынет, бортинженер закроет створку. Все, уже рулим. Вот в данный момент командир держит руку на рычаге. Это рычаг управления носовым колесом. Им, отклоняя влево-вправо, мы разворачиваем самолет. В данный момент мы разворачиваемся влево. Вот видим картиночку. Рулим на исполнительный старт. И командир управляет. Все, готовы к взлету. Вот взлетаем. Разрешение на взлет получено. Командир дает команду фары включить, часы пустить и увеличивает режим работы двигателя. Самолет начинает двигаться, а он педалями управляет им по направлению. Установил номинал, и сейчас бортинженер установит 115 взлетный режим. Скорость растет, идет отсчет скорости. На скорости 230 надо будет принять решение о продолжении взлета. На скорости 230 командир возьмет штурвал на себя, и самолет довольно интенсивно отойдет от земли. Взлет продолжаем. Дал команду шасси убрать. Паша убирает шасси и выключает фары. Этот самолет очень хорошо набирает высоту. Сейчас шасси уберутся, потухнут желтые лампочки над рычагом. Вот они потухли, и нейтрально ставим кран. Все, эта процедура закончена. Сейчас на высоте не менее 200 метров будет дана команда закрылки убрать, что и будет сделано. Вот. А это мы уже подлетаем к Бергамо, Италия. Схема захода по вору. Вот. Выполняем контроль по двум GPS-кам направления, выполнение схемы захода. СРППЗ работает для того, чтобы
все контролировать. Потому что Бергамо, рядом с Бергамо горы находятся. Это мы сейчас будем видеть, когда будет происходить заход по по красному цвету на системе СРППЗ. Ну, экипаж контролирует. Вот мы уже прошли маяк и идем от него, для того, чтобы потом развернуться на полосу и зайти. Погода в Бергамо не очень хорошая. Дождь идет, было обледенение. Тоже как бы непростые условия. Но экипаж опытный, поэтому благополучно вот мы вышли уже напрямую. И вот вы видите на СРППЗ слева красная. Это значит горы, которые значительно выше, чем вот сейчас находится самолет. Вот. Заходим, внизу видим подстилающую поверхность. Экипаж пилотирует, держит скорость порядка 190 км в час. Закрылки выпущены 30-40. Второй пилот контролирует. Командир пилотирует основное пилотирование, второй пилот контролирует. Бортинженер следит за параметрами двигателя. Впереди уже видна полоса. Считают высоту. У нас считает автоматически система СРППЗ высоту. И на всякий случай дублирует бортинженер ее. Вот. Порог полосы мы должны пройти на высоте в среднем порядка метров 10. И затем визуально и по командам СРППЗ, бортинженера выравниваем и стараемся плавно сесть. Почему? Потому что везем пассажиров и нам надо. Вот в момент касания дается команда интерцепторы. И сейчас бортинженер их выпустит. Вот, выпустил интерцепторы. И по команде включил реверс. Двумя рычажками, которые находятся рядом с основными рычагами управления двигателями. И самолет интенсивно очень тормозится. И скорость, когда уже меньше 80, можно выключить реверс. Вот выключаем его. Убираем интерцепторы. Сейчас где-то закрылки уберем. И останавливаемся. А диспетчер в этот момент дает команду, что можете развернуться на 180 и рулить в обратном направлении. Для того, чтобы зарулить на нашу стоянку. А поставят нас совсем рядышком с нашим Русланом. И на Руслан мы будем передавать запчасти, и немножко людей. Вот. Разворачиваемся. Самолет тоже очень хорошо разворачивается, поэтому проблем в этом нет. Сейчас нам указывают маршрут руления, как рулить. Это нормальная процедура. У нас есть схемы. И мы отлично все видим. Вот второй пилот открыл форточку. Это для того, чтобы давление в кабине убрать, чтобы не было перенадува. Вот прилетели аэропорт Бергамо. Это терминал. А вот наши два самолета стоят рядышком. Ходить совсем удобно. Совсем недалеко, можно пешком. ТЗ подъезжает. Нам надо будет для того, чтобы долететь до Лейпцига, долить порядка 3 тонн. Вот представитель заправочной компании только что подсоединил заземление, это положено. И теперь тянет шланг заправочный. Подойдет и подсоединит его к горловине заправочной. Процесс заправки займет всего лишь 2-3 минуты. Это быстро. Потому что 1 тонна приблизительно минута. Вот Владимир Мосин подышал воздухом, пошел в самолет. А в это время на Руслане происходит уже замена генератора, который мы им привезли. Командир Руслана дает указания. Сейчас они заменят это и полетят. А мы уже готовимся к следующему полету. Александр, бортинженер, набирает информацию на системе БУР. Это записывающее устройство на самолете. Вот. А это уже подлетаем к Лейпцигу. По-прежнему идет полнейший контроль нашего движения. На наших ИФБшках мы видим маршрут. Погода здесь замечательная, поэтому, когда хорошая погода, то хорошо. Вот мы видим аэропорт Лейпциг. Вверху справа 2 полосочки на системе СРППЗ. Это тоже дополнительный контроль. И уже практически вышли напрямую. Опять посадка будет с закрылками 30-40. Скорость захода маленькая. Даже видим, как машины, которые едут по трассе внизу, обгоняют нас. Потому что в Германии на автобанах, конечно,
носятся километров по 250, по 300. Особо есть лихачи. То же самое, бортинженер контролирует параметры двигателя, летчики контролируют скорость. Все стандартный заход в соответствии с нашими документами. Где-то уже впереди рядышком полоса. Садимся на 0,8 правую. И будем садиться. Здесь дают команду освободить приблизительно в центре полосы налево. Поэтому интенсивность торможения, применение реверса здесь не требуется. Вот, правда, идет отсчет высоты. Сейчас опять после касания будет дана команда интерцепторы выпустить. Вот. Летчики продолжают контролировать ситуацию, направление держат. Вот коснулись, интерцепторы выпустить, выпущены. И сейчас, не очень торопясь, будет дана команда включить реверс. А в это время второй пилот выключает обогревы, те, которые уже на земле не требуются. Вот включили реверс. Сейчас тоже скорость станет 80 и выключат. Контроль включения-выключения реверса по загоранию лампочек открытого положения ковшов. Вот бортинженер тоже выключает оборудование, которое уже не требуется. И будем заруливать на стоянку. Стоянка здесь далеко от основных самолетов. Вот уже второй пилот контролирует процесс руления. Схема у него высвечивается. Бодро бежит значочек, который обозначает наш самолет. Очень удобно. Вот. Сейчас тоже откроет форточку, давление. Мало того, что давление выровнять, и все. Все, зарулили, экипаж выгружается. Все хорошо. Доставили на самый большой винтовой, на самый большой транспортный Руслан. И вот там стоит один из этих самолетов, а второй еще пока не прилетел. Это улетит в воскресенье. Полет завершен, все хорошо. А на выходе в аэропорту Лейпциг из терминала стоит такое чудо. Porsche драйв, тест-драйв можно проводить. Наверное, для того, чтобы завлечь пассажиров в терминал. Всего лишь за 310 евро в день можно покататься на этом чуде. А мы идем отдыхать. Дали Буде!